Привет всем любителям вкусной еды. Меня зовут Юрий, я владелец 3 ресторанов в Праге. А еще я много путешествую, ищу нетривиальные рецепты и готовлю их на этом канале. Готовлю я их не спеша, с учетом всех нюансов, для того, чтобы получалось вкусно. Именно поэтому мой канал называется No Stress Cooking. Говоря простым языком, для меня приготовление еды это такая форма медитации, когда я обо всем забываю, когда нет никаких хлопот, дел, я просто готовлю и отдаю энергию в еду. Сейчас я в Южной Франции на съемной квартире, и поэтому съемки, скажем так, затруднительные. Это не очень удобная кухня, не очень удобная для съемок, и, соответственно, мне придется перестроить весь процесс для того, чтобы, как-то это было настолько зрелищно, насколько это возможно. Но я постараюсь. А готовить сегодня я буду кролика с шампиньонами. Итак, что же нам понадобится? Шалот. Обязательно шалот. У него совсем другой вкус. Пару зубчиков чеснока. Вот эти шампиньоны. Они грязные, потому что я их купил у местного фермера, но я их обязательно помою. Стакан бульона. Вино белое. Желательно не самое дешевое. И набор травок для кролика. Это вот у французов называется букет. Мне очень нравится, что можно купить прям готовый набор сухих травок. Хотя вы можете не заморачиваться, а просто взять смесь сухих трав или просто сухие травы смешать сами. Это не так важно. Здесь тимьян и чабрец. Ну а еще нам, конечно, нужен кролик. Но еще кое-что. Здесь я заморочился и взял 2 разных вида бекона. Потому что у кролика сухое мясо, и его понадобится чем-то умастить. Теперь, что касается куриного бульона. Я вам скажу одну крамольную вещь, только никому не рассказывайте. Для того, чтобы приготовить хороший куриный бульон, вам понадобится в 2 раза больше времени, чем приготовить кролика. Поэтому, если у вас нет бульона ни в замороженном виде, ни в каком, не заморачивайтесь. Возьмите кубик, растворите его в кипяченой воде. На вкус это никак не повлияет. Разве что добавит какие-то дополнительные тона вкуса в соус. Поэтому не заморачивайтесь. Как всегда, начинаем с нарезки. Шалота много, поэтому мы его нарежем вот так вот достаточно мелко. Шампиньоны помыты, и можно их нарезать. Вот так. Те, что побольше, на 4 части. Большие на 8, наверное. Такие классные эти шампиньоны. Они прям очень сильно отличаются от обычных из супермаркета, потому что плотные. И я теперь понимаю, почему к этому чуваку стояла очередь на рынке для того, чтобы купить шампиньоны.
Отличные, классные, не водянистые. Вот нарежем такие кубики. Они еще выжарятся немного. Вот примерно такие 8 миллиметров, может быть сантиметр. Вот. Так, нарезаем. Я еще хотел рассказать такую историю. Когда я покупал этот бекон в одной лавке здесь, во Франции, меня продавец француз спросил, откуда я. Я сказал, что я из Чехии, и он с такой печалью посмотрел на меня, говорит, у вас же там есть нечего. Ну, конечно, в этом он прав, потому что такого изобилия продуктов, как здесь, во Франции, у нас, конечно, нет. Ну все, поехали готовить на сковороду. У меня сковорода, но вы можете использовать, допустим, какую-то более глубокую кастрюльку. Наливаем в среднее небольшое количество оливкового масла. И ждем, пока оно нагреется. Масло нагрелось. А теперь с двух сторон выкладываем и обжариваем кролика. Переворачиваем. Вот так. На другую сторону. Обжариваем. У меня здесь на этой квартире, к сожалению, нет ни щипцов, практически ничего нет у меня. Поэтому приходится вот таким странным способом переворачивать. Тут практически ничего нет. Кое-что я привез с собой, естественно. Я вожу с собой ножи, доски, свет, но, к сожалению, не все. Так, перекладываем кролика на отдельную тарелочку. Пусть он пока отдыхает. Пока мы будем делать для него соус, кролик будет отдыхать. Вот так. А теперь займемся подливкой. Обжариваем шалот. Шалот обжариваем на выпеке от кролика. Совсем чуть-чуть, чтобы открылся вкус лука, и сразу добавляем другие ингредиенты. Чесночок, лавровый листик, травки, помешали. Через пару минут добавляем бекон. Помешиваем, чтобы все вкусы соединились. Так. Открылись, чтобы вкусы.
примерно 150 миллилитров вина белого. И ждем, когда выпарится алкоголь. И чтобы опять вкусы соединились. Ждем. На этом этапе можно немного подсолить, но нужно помнить, что бекон тоже соленый, и чтобы мы не пересолили. Чуть-чуть, совсем немного. Можно немного, совсем чуть-чуть поперчить. Алкоголь выпарился, и мы выкладываем кролика. Вот так это выглядит. Он сейчас будет протушиваться немножко. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть подсаливаем. Я подсаливаю крупной камарской солью. Но вы не заморачивайтесь, подсаливайте любой. Добавляем бульон. И ждем, чтобы снова закипело. Вот. А сейчас нам надо попробовать бульончик, в котором готовится. Все ли здесь, в котором готовится кролик, все ли здесь в порядке. Ой, как вкусно! Прекрасно! Отлично! Прям все необходимые взвешенные вкусы. Соленый, легко кисленький, сладковатый, остренький. Все есть. Это этап, когда нужно добавить шампиньоны. Мой песик, моя девочка уже почувствовала запах вкусного кролика и пришла. Мы перемешиваем все, так чтобы шампиньоны погрузились в соус. И наша задача сейчас найти лавровый лист. Вот один есть, их было 2. И найти вот этот букет из сухих травок, потому что они могут нам дать горечь. Вот, травки тоже есть. Вот, я все достал. Я забыл вам еще сказать, что на этапе, перед тем, как кролик выкладывается в соус, во многих рецептах добавляют муку. И для того, чтобы соус был более кремовый. Сказать по правде, я лично этого не люблю. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, перед тем, как кролик кладете в соус, добавьте пару ложек муки, размешайте ее с соусом, и будет вам счастье. Вот, и я накрываю, у меня есть такая чугунная крышка от моей чугунной кастрюли, которую я привез с собой. Я накрываю сковородку, и мы оставляем ее, наверное, на 25-30 минут тушиться кролика. Да, должен вам сказать, что нам нужно немного понизить температуру, так, чтобы совсем чуть-чуть, чтобы томился кролик вместе с овощами. Так, прошло 35 минут. 20 минут я, конечно, погорячился, но вот посмотрите на это мясо, оно полностью отходит от кости. Вот. В Одессе говорят, можно есть губами. Отличный соус получился. Сейчас попробуем это. Ой, какая красота! Шикарно! Все взвешено. Отличный вкус.
качестве гарнира можно использовать пюре, гречневую кашу или кускус, например. То есть все то, что с этой подливкой будет по-настоящему вкусно. Но сегодня я все-таки остановился на гречневой каше. Лайкай, хвали или ругай. Больше рецептов на моем канале.